Женя и Наташа начали встречаться, когда учились в 10 классе. А сегодня их последний день в школе, выпускной. Ребята танцевали вальс, и они так хорошо смотрелись вместе. Женю и Наташу в тот день не зря назвали самой красивой парой выпускного бала, но кое-что все же омрачало их отношения. Жене исполнилось 18 еще в марте, а значит, вскоре он отправится на службу в армию. Этот год станет огромным испытанием для ребят. Они еще не разлучались дольше, чем на 2 недели. Тогда Наташа уезжала в деревню навестить бабушку. «Ты мне только пиши, Наташка, так легче будет». «Как я без тебя? Всего годик, потерпи». Девушка проводила любимого самыми теплыми пожеланиями и словами. Ее милый солдат отправился служить. Наташа уверена в том, что расставание только укрепит их отношения. Она верила в их любовь и хотела провести с Женей всю жизнь. Родить ему детей. Конечно, им только 18, они еще слишком молоды, но для Наташи возраст не имел значения. Она любила Женю, а он любил ее. Первые 2 месяца дались тяжело. Девушка очень скучала. Ей не хватало его смеха, веселой улыбки, заботы. Она так привыкла к отношениям с Женей, что его отсутствие казалось чем-то необычным и странным. Так хотелось его увидеть. И вот завтра она поедет навестить своего солдата в воинскую часть. Наташа была одновременно и рада, и взволнована. Ей очень хотелось увидеть любимого. Почти полгода прошло. Поехала одна, чтобы родители не мешали обниматься. Папа у нее был строгих нравов. Девушка немного заблудилась, пока шла до части, и решила попросить о помощи компанию солдат. «Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь? Я приехала навестить своего молодого человека», — спросила Наташа у молодых ребят. Их, должно быть, призвали вместе с Женей. «О, а кому это такая красавица досталась?» — раздался громкий голос одного из парней. Он высокий, уверенный в себе, явно лидер в этой компании. Юноша оценивающе смотрел на Наташу. Она видела, как он немного облизнул губы. Плохой знак. «Что ж, спасибо за комплимент. Я к Евгению Зайцеву. Скажите, пожалуйста, где я могу его найти?» Немного резко ответила Наташа. Ее раздражали такие бестактные люди, как этот тип. «Это к тому, который с нашей любимой медсестричкой крутит? Они часто ходят на лесную полянку вместе. Не знал, что у него девушка. Я бы такой куколке не изменял». Не обращая никакого внимания на ее шок, он все же рассказал, как найти Женю. «Спасибо», — только и смогла пробормотать Наташа. Девушка не знала, что делать. Этот тип не вызывал доверия, и поэтому она не могла поверить, что любимый ей изменяет. Но с другой стороны, они давно не виделись, а армия, как известно, меняет людей. Наталья решила поговорить со своим возлюбленным и все выяснить. Когда девушка подходила к казарме, то увидела Женю, который быстро шел в сторону леса, окружавшего часть. Она с трудом узнала его без пышных каштановых кудрей. Она так их любила. Может, будет лучше, если она поймает его с поличным? Решила проследить за парнем. В лесу на поляне он и вправду был не один. Молодая медсестричка сидела рядом на земле, но они не выглядели влюбленными. Они не обнимались, не целовались. Вместе рисовали что-то в альбоме. Наташа подошла к ним. А Женя был несказанно рад увидеть девушку. Он так соскучился по ней. Парень познакомил ее со своей подругой Кристиной. «Представляешь, мы оба увлеклись рисованием. Теперь я почти художник». Оказалось, что в части не очень любили Женю, так как он отличался от других, был романтиком, не любил применять физическую силу. Парня куда больше привлекали карандаши и краски. Та компания, с которой встретилась Наташа, оказалась местными заводилами. Они презирали тех, кто слабее. Женя показал Наташе свои рисунки. Это были ее портреты в школе, на выпускном, в кафе.
Эти картины иллюстрировали самые счастливые моменты из жизни пары. А Кристина снабжала Женю материалами и помогала рисовать. У меня тоже жених есть. Мечтаем о свадьбе, но пока не хватает денег. Камень упал с души Натальи. Она верила Жене. Да и Кристина не свободна. Вроде бы. Девушки в тот день даже подружились. Расстались все миролюбиво. С тех пор новые подружки часто переписывались. Наташа даже пригласила Кристину к себе в гости, но та не приехала. Сослалась на занятость. Так прошло еще полгодика. Сегодня Женя возвращается домой. Их воссоединение было самым счастливым событием за последний год. Кудри Жени уже немного отросли, и Наташа решила, что больше никогда не позволит ему их состригать. Объятия, слезы радости. «Никогда, никогда от тебя больше не уеду, а я и не отпущу». И вот они дома. За праздничным столом собрались семьи Жени и Наташи. Кристина, которая все же приехала в гости, также была. Она была в положении, но о своем женихе скромно молчала. Гости поужинали, а потом собрались в гостиной и просто разговаривали. Женя при всех встал на одно колено, достал кольцо и сказал, что больше никогда не оставит девушку одну. «Просто скажи «да». И она, конечно, сказала. А значит, теперь они всегда будут вместе. Вот только что-то все равно ее смущало.